Привет, YouTube! И это новое видео полезной рубрики «Какая разница?». Здесь мы сравниваем дорогие и дешевые вещи и отвечаем на главный вопрос, за что мы платим. И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы проверим гаджет, который рекламируют абсолютно все блогеры. От микроблогеров до миллионников. Как в Instagram, так и на YouTube. И как вы уже догадались, речь пойдет об умных весах бренда Peacock. Всем было интересно, стоит ли доверять рекламе и покупать напольные весы почти за 8000 рублей. Насколько они точные и полезные, и чем отличаются от дешевых аналогов. Поэтому в качестве образцов для проверки и сравнения мы выбрали весы Peacock модели S3 за 7790 рублей. Это самая дорогая версия на момент покупки. Есть также версия Peacock Mini за 2990. Но вы просили проверить именно эту версию и узнать, чем все-таки она лучше, поэтому вот такой выбор. Ну а в качестве более дешевого аналога мы взяли весы Xiaomi за 1990 рублей. Самый ходовой и бюджетный аналог. Ну а для того, чтобы проверить точность весов, мы отправились в клинику спортивной медицины. Поговорили со специалистом и провели биоимпедансный анализ тела, чтобы сопоставить профессиональные показатели с данными весов. Ну а также я написала письма с приглашением на интервью представителям обоих брендов. Но, к сожалению, Xiaomi не откликнулись, зато Peacock ответили на мой запрос и согласились встретиться. Поэтому я собрала ваши вопросы, которые вы мне писали в Telegram-бот, и задала их Peacock напрямую. И ответы были очень интересными и неожиданными. Поддержите, пожалуйста, видео лайком, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Да-да. Ну а мы не будем затягивать и поехали! Ну а сейчас коротко о главном. Что вообще такое умные весы и зачем они нужны? Если кто не знал, умные весы – это весы, которые определяют не только вес, но и еще десяток других показателей тела, которые нужны, например, для похудения, фитнеса и здоровья. У нашей модели весов Peacock таких показателей 12, а у весов Xiaomi 13. И все эти показатели по большей части совпадают. Например, индекс массы тела, содержание висцерального жира, костная масса и другие. Принцип работы обоих весов в целом одинаковый. Нужно скачать специальное приложение на смартфон и присоединиться к весам по Wi-Fi или по Bluetooth. Поставить весы на твердую ровную поверхность и встать на аппарат обязательно босыми ногами. Иначе измерения будут неправильные или вообще не отобразятся. После взвешивания все показатели появятся в приложении. И работают обе модели умных весов с помощью биоимпедансного анализа. Но вот вопрос, так ли точны эти измерения? И единственный способ честно и точно проверить весы – это провести официальный биоимпедансный анализ. И чтобы выяснить, в чем суть этого анализа и так ли хорошо измеряют умные весы, я отправилась на консультацию к специалисту клиники спортивной медицины. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся и чем вы занимаетесь в вашем центре? Мы находимся в клинике Smart Recovery. Это клиника спортивной медицины. Я врач спортивной медицины и лечебной физкультуры. Я приехала к вам сегодня для того, чтобы сделать биоимпедансный анализ состава тела. Расскажите, по каким параметрам он проводится и вообще, что это за анализ? Это анализ состава тела, качественного состава тела, который показывает раскладку по мышечной массе, по жировой и по жидкостной части. То есть, достаточно ли у нас воды в организме, какая у нас мышечная масса, стоит ли нам заниматься фитнесом более активно, и в целом показывает вес, правильно? Да. Я вижу, что данный анализ у вас здесь проводится лежа. Но обычно, например, когда мы покупаем какие-то весы, на весах мы стоим все же, да? Вот есть ли отличие весы против данного аппарата? Да, погрешность будет, конечно, потому что одно из показателей, который мы измеряем, это соотношение жидкости. И жидкость распределяется равномерно по всему организму, когда человек лежит. И это, конечно, вносит больше точности. Если человек измеряется стоя, все показатели, то за счет гравитации будет жидкость скапливаться больше в нижних конечностях, в ногах. Это вносит погрешности. Давайте тогда, может быть, попробуем уже провести анализ, и вы нам расскажете, как это будет происходить, и сможете, наверное, прокомментировать, все данные. Ладошку на кровать, на кушетку, ладошка вниз, не хочет меня слушать. И ручки и ножки не соприкасаются друг с другом. Так, и ладошка вниз. Еще можно ручку согнуть чуть локоточки. И ножки разные. Все, у нас все готово. Все? Можно снимать и рассказывать. Анастасия, мы только что провели с вами полный анализ моего тела. В целом, как вы оцениваете результаты? Более чем хороший. Значит, видно, девушка активная, занимающаяся спортом. Каким образом вообще работает вот этот аппарат? По большей части за счет тока, определенной частоты в организм человека подается ток, безопасные его дозировки, никак не влияющие на организм. И в зависимости от того, как отражается этот ток от различных структур и тканей, так аппарат улавливает эти изменения, это отражение, сопротивление и выдает нам раскладку. Для того, чтобы данные были наиболее точные, как нужно готовиться к измерениям? В любой момент времени я могу встать и измерить параметры? В идеале это делается натощак, строго
натощак, без приема пищи, без приема воды. Накануне до исследования необходимо исключить алкогольные напитки, жирную сладкую пищу, активные тренировки, в идеале за 48 часов. Отдохнувшим, выспавшимся нужно находиться. В принципе, это основные параметры, как готовиться к процедуре. Анастасия, какие вообще есть противопоказания у любого биоимпедансного анализа тела? Там, неважно, весы это или вот такой вот аппарат. Противопоказания больше относительные. Это хронические заболевания у пожилых людей, менструальный цикл, беременность, лактация. Это противопоказания с точки зрения безопасности, конечно, плода. Очень многие сейчас покупают весы и делают измерения каждый день. У вас в центре нам сказали, что нужно делать такие измерения раз в полгода. Вполне достаточно. Почему такая разница? Почему? Потому что компонентный состав меняется не очень быстро. Если делать это каждый день, можно не уловить, насколько изменился жировая масса, мышечная масса, потому что ее накопление, ее изменение, равновесие, распределение меняется не так быстро, и нецелесообразно делать это каждый день. Анастасия, имея данные на руках вашего аппарата, я бы хотела сравнить их с данными, которые мы прямо сейчас получим с вами с помощью наших весов. Сможете ли вы нам помочь в этом? Да, давайте. Приступим. Анастасия, мы провели анализ на вашем аппарате, а я вам тоже привезла вот два своих аппарата. Это весы бренда Xiaomi, которые стоят 2000 рублей. Это весы бренда Peacock, которые стоят 8000 рублей. Они также проводят биоимпедансный анализ. Мне бы хотелось сравнить, насколько данные с этих весов будут совпадать с тем анализом, который мы провели. Будут ли какие-то погрешности? Можно ли нам купить дешевые весы или все же стоит остановиться на более дорогой версии, так как она более точная? Давайте попробуем измерить. Давайте. Так, начнем с более дорогих. Они сразу автоматически синхронизируются с телефоном. Готово. Готово. Какой вес? Так, вес совпал, все верно, 51,5 51,5. Так, давайте посмотрим другие показатели, по которым у нас есть ли разница или нет. Начнем с жировой массы в процентах. Наш анализ выдает вес в килограммах. Не в процентах, а в килограммах. Но перевести не проблема. А весы здесь непосредственно Peacock в процентах. Да. Поэтому, переведя и сравнивая, можно сказать, что да, все верно. Жировая масса 24%, и она полностью совпала. Да. Дальше идем. По мышечной массе аппарат говорит, что 77% жира, но, судя по исследованию, это он имеет в виду безжировую массу. Общая масса, убрав жир, будет вот этот показатель. Здесь есть некое расхождение понятий, поэтому можно посчитать, что 70% мышц в организме. Это может нести в заблуждение. На самом деле 75% тощей массы. То есть этот параметр неверно здесь считается? Может быть заблуждение, да, и по сути неверный. Так, доля скелетной мышечной массы. Аппарат говорит, что именно мышц скелетных 39,2%. По нашему исследованию 46,8%. То есть на 10% разница? Ну, почти 8-9% есть разница. То есть по данному показателю идет сильное отклонение? Да, и в меньшую сторону, что немаловажно. По общей жидкости на 1% есть разница в сторону уменьшения. То есть аппарат считает, что жидкости в организме меньше, да, чем есть на самом деле. И по основному обмену аппарат срезал 100 калорий. То есть если аппарат говорил нам, ваш, что мне нужно потреблять не менее 1320 калорий в сутки, то весы Peacock говорят о том, что мне достаточно и 1250 калорий. Да. То есть это еще на 100 калорий меньше получается. Да. Давайте сравним теперь с Xiaomi. Весы Xiaomi показали нам, что мой вес 51,6. То есть это идет отличие где-то на 100 грамм. Небольшое, правильно? Да. Я могла поправиться за это время? Нет. По проценту жира данный аппарат процент нам добавил, 25% жира. Он считает, что в организме у вас. То есть 1% плюс. По жидкостной части 51,2%. Это почти на 3% меньше, чем есть на самом деле. По основному обмену 1122 калории. Еще на 100 снизил. Да, то есть это в общей сумме на 200 калорий меньше, чем есть основной обмен. В любом случае, и у Peacock есть некие отклонения от непосредственно ваших данных. И у Xiaomi также есть отклонения, еще более весомые. Да. Какое все-таки у нас было отличие, вот примерно погрешность какая была? Весы против вашего аппарата? Наибольшая была погрешность в жидкостной части, то есть общая жидкость, аппараты, весы считали, что жидкости меньше, чем есть на самом деле. И по количеству мышечной массы также они, наоборот, считали, что мышечной массы больше, и это может носить
некие неправильное понимание строения своего тела. Анастасия, хотелось бы подвести небольшой итог. Имеет ли смысл вообще переплачивать и брать более дорогие весы? Или можно обойтись дешевыми, так как, в принципе, разница... все равно есть погрешность, да? Чего переплачивать? Да, из-за подобной погрешности большого смысла переплачивать не будет, так как для динамики будет достаточно и более дешевой версии. Вы бы себе купили такие весы? Честно, нет. Почему? Есть более точные, это делается, нужно делать реже, поэтому такая динамика не нужна. Стоит ли покупать вообще весы, которые обладают столькими параметрами? Или можно обойтись обычными? Можно обойтись обычными, делая изредка детальное, правильное, корректное исследование. Что же мы получаем? Обе модели весов не точны в показателях в сравнении с официальным биоимпедансным анализом. Как минимум потому, что такой анализ нужно проводить в горизонтальном положении. Но об этом нам не расскажут в рекламе. Но это далеко не единственный вопрос, который возник у меня и у вас при использовании весов. И получить ответы на эти вопросы можно только напрямую у бренда. Поэтому мы отправляемся на встречу с представителями бренда Peacock в России, компанией Mad Robots. Ребята, всем привет! Мы прямо сейчас находимся в компании Mad Robots, которые являются официальными российскими партнерами бренда Peacock в России. Юрий, здравствуйте! Спасибо огромное, что позвали нас в гости. Вы же примерно знакомы, наверное, да, с Xiaomi, с их этой новой моделью? Да. Они принципиально чем-то отличаются? В чем сильная сторона Peacock или в чем сильная сторона Xiaomi? Смотрите, по существу Xiaomi эту модель выпустили сейчас летом, и они догнали Peacock по метрикам. Это просто обычная конкурентная гонка, а конкретно сейчас Xiaomi условно и Peacock, младшие модели, функционально не сильно отличаются. Но единственное, есть разница в вопросах гарантии. У Peacock гарантия 2 года. Я когда была в Центре спортивной медицины, и мы делали биоимпедансный анализ тела, для меня было удивлением, что меня положили на определенную поверхность, ко мне прицепили датчики. И впоследствии, когда я задала вопрос о том, почему мы проводим данные измерения лежа, мне сказали, что именно эта методика является правильной. Потому что если вы наступаете на весы, то анализ вашего тела проходит только по нижней части. Верхушку весы не считывают. И это действительно так? Да. Абсолютно. Если мы говорим о точности измерений, то да, действительно в медицине точность измерения, она зависит на самом деле от количества и величины отрезков, на которых измеряют сопротивление тела. Ток всегда проходит по самому короткому пути. Если вы хотите точно узнать состав своего тела, максимально точно, то да, вам нужно идти на медицинскую процедуру. Но это будут максимально точные данные, которые можно получить благодаря биоимпедансу. Какая все-таки у вас, как вы считаете, погрешность с биоимпедансным анализом? Она очень сильно отличается в зависимости от конкретной ситуации. Может быть и минимальной, а может быть и очень существенной. Ее не будет постоянной, пока мы измеряем, опять же, с помощью биоимпеданса только нижнюю часть тела. У многих пользователей есть вопрос. Вообще, какой принцип работы этих весов? Они сами делают какие-то расчеты или это формула? Разумеется, это формула. Все достаточно просто. Есть входящие параметры, такие как вес, пол, возраст, рост. И у Peacock, кстати, важное еще отличие и преимущество. Они учитывают этническую принадлежность, потому что отличается сильно строение тела у некоторых этносов. И сопротивление электрическое тела. И по этим параметрам вычисляется по алгоритму состав тела. Правильно ли я поняла для обычного потребителя, что данные весы, они просто делают замер фактического веса и электрического сопротивления тела. Да, дальше уже приложение по формуле все считает. Да. Но тогда получается, что я могу точно так же, измерив свой вес, найти формулу в интернетике и посчитать все эти параметры? Нет, вы же не сможете замерить электрическое сопротивление тела. То есть это единственное, что они дополнительно Да. делают. Главный ключевой вопрос потребителей: почему так дорого? Почему весы Peacock, непосредственно серия новая, которая у вас есть, почему они стоят около 8 тысяч? Ключевое отличие – это, собственно говоря, возможность подключения по Wi-Fi, плюс они достаточно сильно выигрывают в дизайне. Там используются просто чуть более дорогие материалы и чуть более дорогой производственный процесс. То есть фактически мы доплачиваем 5 тысяч в данной модели, в дорогой модели, за то, что есть Wi-Fi модуль и за то, что сделано из более премиальных материалов. Да, весы все-таки это, помимо всего прочего, и элемент интерьера. Есть много людей, которые выбирают весы дороже не потому, что они лучше меряют, а потому, что они лучше смотрятся в их квартире. Вот очень интересный вопрос от Алены. Насколько адекватным они считают приложение, которое говорит людям, у которых не стоит цель похудеть, что вам нужно есть меньше? В конце концов, я встаю на весы не чтобы узнать, сколько мне есть, а чтобы смотреть за динамикой веса. Опять же, не знаю контекста, есть вероятность, что пользователь поставил цель похудения. Это как раз тот же вопрос, который... Смотрите, там есть функционал, вы можете поставить цель определенную
определенную по весу, и тогда будут какие-то дополнительные рекомендации. Ну, тут нужно разобраться, была эта цель или не была. Вот девушка пишет, каким образом определяется биологический возраст? Ей 15, а весы ей сказали, что ей 35. Ну, во-первых, у нас прописано везде и в приложении, и в инструкциях, что весы некорректно будут отображать параметры растущих организмов. Мы не можем говорить о какой-то вообще близкой точности к реальной картине для растущих детей. Вопрос от Ольги. Жировая ткань скачет каждый божий день туда-сюда, судя по измерениям. Воду пьешь литрами, пишет недостаток. Сколько пить-то надо, если 2,5 литра недостаточно? По поводу того, сколько нужно пить воды, пожалуйста, не консультируйтесь с нами или с умными весами, или с неумными весами. Даже интернету рекомендую не верить, а все-таки проконсультироваться с специалистом, которому вы доверяете свое здоровье. Давайте подведем итоги для себя, как для покупателей. Главный вывод данного эксперимента таков. Весы не могут показывать ювелирно точные значения из-за того, что измерения происходят стоя. По факту ток доходит в лучшем случае до пояса, что искажает картину. Вы измеряете только половину тела. И, наверное, именно поэтому вы могли встретить негативные комментарии на весы, говорящие о недостоверности данных. В результате сравнения выяснилось, что Peacock меньше искажает картину, чем Xiaomi. Но эта разница столь незначительна, что в бытовом использовании вы этого не заметите. Зато заметите в цене. Тут уж дело принципа. И хочу заметить, что у Peacock также есть более дешевая версия умных весов, которая, как оказалось, отличается от дорогой версии только наличием Wi-Fi модуля и размером. Поэтому в сравнении даже с теми же Xiaomi разница в цене будет минимальной. Помимо этого, весы не сами измеряют все эти 12 показателей. Суть скорее в формулах и приложении на смартфоне. Некоторые формулы можно спокойно найти в интернете. Ну, например, индекс массы тела. Его я успешно посчитала и без весов. Некоторые показатели не так уж и полезны и больше нужны для интереса или развлечения. Например, тот же, не знаю, биологический возраст. Он вам либо польстит, либо напугает. Также к этим весам неприменим фанатизм. И нет абсолютно никакого смысла вставать на них каждый час. Динамика отслеживается не за один день. Как итог, ребята, если вы далеки от спорта, похудения, если вы изредка встаете на весы ради любопытства, то вам точно не нужны подобные электронные гаджеты. Если вам хочется узнать свои показатели очень точно и правильно, то лучше обратиться не к умным весам, а к специалисту в медицинских клиниках. Но в остальных случаях вы можете уверенно брать умные весы. Ребята, на этом сегодня все. Спасибо огромное, что вы смотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новых видео. Пока-пока!